Сегодня мне бы хотелось поговорить об имманентности. Как писал Иоганн Вольфганг фон Гёте, каким был бы Бог, если бы он только подталкивал извне? Вселенная бегала бы по кругу на его пальцы. Он должен двигать мир внутри себя, воспитывать природу в себе, себя в природе, чтобы то, что живет и находилось в нем, никогда не упускало его силы, никогда не упускало его духа. Доктрина или теория имманентности утверждает, что божественное охватывает материальный мир или проявляется в нем. Этого взгляда придерживаются некоторые сторонники теории божественного присутствия. Понятие имманентности обычно применяется в монотеистических, пантеистических религиях и не только, чтобы предположить, что духовный мир пронизывает материальную, мирскую жизнь. Это часто противопоставляется трансцендентности, когда божественное рассматривается как находящееся за пределами материального мира. Для Спинозы имманентность определяет сущее через соприсутствие Бога с природой. Тогда Бог – это то, что составляет всю ценность и разумность. Причинность, которая наиболее свободна и наиболее согласуется с Богом – это имманентная причинность. Ибо от имманентной причинности произведенный эффект зависит таким образом, что без нее он не может ни существовать, ни быть задуманным, ни подчиняться какой-либо другой причинности. Для Гегеля отрицание имманентности вещей далее конкретизирует эти вещи точно так же, как абсолютный дух проясняется через посредничество. Ницше заявлял, что мы предоставлены самим себе, что мы больше не должны надеяться ни на открытие скрытой истины, ни на то, чтобы придумать конец истории, создав окончательную истину. В учении Дзогчен описывается имманентность следующими строками. Куда бы птица ни полетела, она не находит места, кроме неба. Поле нашего сознания тоже такое. Просто оставайтесь в нем. Куда еще вы можете пойти? Какими бы ни были явления, они сияние, они сияют сами по себе, как опыт. В учении Дзогчен указывается далее следующее. Развивайте убежденность в том, что все видимости, например, те, которые возникают в связи с вашим существованием и которые заставляют вас верить в окружающую среду, и ее обитателей, это иллюзорные видимости, созданные вашим собственным умом. Это и есть узнавание своего истинного лица. Карл Ясперс утверждал, что бытие, сознание в целом и дух есть три имманентных способа постижения, образующих субъект. Другое значение слова «имманентность» – это свойство находиться внутри или оставаться в границах личности, мира или разума. В пифагореизме утверждается, что разум – это принцип мира, действующий с определенным намерением. Тантрический буддизм или дзогчен постулирует недвойственность, уровень видения мира, когда происходит опровержение крайности. Человек сохраняет осознанность по мере того, как мысли возникают и растворяются в поле ума. Он не принимает и не отвергает их, скорее позволяет блуждать, как заблагорассудится, пока не возникнет тонкое ощущение имманентности. Бог, к которому невозможно приблизиться или увидеть его сущность, становится имманентным прежде всего в Иисусе Христе. В византийском обряде имманентность Бога выражается в виде ипостаси или энергии Бога, который по своей сути непостижим и трансцендентен. В католическом богословии Христос и Святой Дух имманентно раскрывают себя. Бог Отец открывает себя имманентно, только опосредованно через Сына и Святого Духа, а божественная природа, божество полностью трансцендентны и не могут быть постигнуты. Движение святых последних дней утверждает, что все материальное творение наполнено имманентностью, известной как свет Христа. Он также отвечает за интуитивное сознание, присущее человеку. Свет Христа – это источник интеллектуального и духовного просвещения и средство, с помощью которого Бог пребывает во всем сущем и через все проходит насквозь. Священные Писания отождествляют божественный свет с разумом Бога, источником всей истины и передающим характеристики божественной природы через Божью благость. Человечество может вобрать в себя божественный свет и таким образом стать единым с Богом. Имманентный дух света соединяет научные и духовные представления о Вселенной.
Традиционную еврейскую религиозную мысль можно разделить на измерения, явное и скрытое. Описание божественной имманентности можно найти в книге «Бытия». Бог заключает личный завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Большая часть поздних еврейских библейских повествований повествует о взаимосвязи и национальной драме, связанных с раскрытием тем имманентности и трансцендентности. Каббалистическая еврейская мысль и философия описывают и формулируют взаимосвязанные аспекты божественно-человеческих отношений. Еврейский мистицизм дает более глубокие и духовные объяснения взаимосвязанным аспектам имманентности и трансцендентности Бога. Высшие духовные миры непрерывно воссоздаются из ничего посредством потока божественной воли, который исходит через сферот. В результате во всех творениях есть божественные искры жизненной силы. Средневековая каббала описывает две формы божественной эманации: свет, который наполняет все миры, представляющий эту имманентную божественную творческую силу, и свет, который окружает все миры, представляющий трансцендентные проявления божественности. Цимцум, что означает сжатие, в каббалистической теории творения, это когда Бог сжимает свою бесконечную сущность, чтобы создать концептуальное пространство, в котором мог бы существовать конечный, независимый мир. Позднее в еврейском мистицизме это получило различные толкования от буквального до метафорического. В этом процессе творения разворачивается в божественной реальности. Еврейский богослов, мистик Ицхак Лурия предложил смелую космическую теологию, которая объясняет причины цимцума, изначальную катастрофу, разбиение сосудов, сферот в первом существовании и исправление этого каждым человеком через освящение его физической сущности. Концепция цимцума содержит встроенный парадокс, поскольку она требует, чтобы Бог был одновременно трансцендентным и имманентным. С одной стороны, если бы бесконечное не ограничивало себя, то ничто не могло бы существовать. Не было бы никаких ограничений, поскольку бесконечная сущность Бога, а также его изначальный бесконечный свет охватывали бы всю реальность. Любое существование было бы сведено на нет божественной бесконечностью. Следовательно, у нас не могло бы быть того разнообразия ограниченных конечных вещей, которые составляют творение во Вселенной, в которой мы живем. Поскольку каждая ограниченная вещь является результатом ограничения полноты Бога, сам Бог должен превзойти эти различные ограниченные вещи. Эту идею можно интерпретировать по-разному. Цимцум обладает имманентным, божественным измерением. Каббалистическая теология предлагает метафизические объяснения того, как разворачиваются божественные и духовные процессы. В каббалистической системе Бог является высшей реальностью, так что творение существует только потому, что оно постоянно поддерживается волей Бога. Творение формируется из излучаемого света божественной воли. Свет позже подвергается сжатиям, которые уменьшили его так, что это имманентное выражение божественности само по себе могло создавать различные уровни духовного и в конечном счете физического существования. Термины свет и темпоральное описание времени являются метафорическими и написаны доступным для понимания языком. В этом имманентном божественном измерении Бог постоянно поддерживает существование сотворенной Вселенной и таким образом не отсутствует в ней. Творение реально, а не иллюзорно, но полностью сведено на нет имманентной божественной жизненной силой, которая постоянно поддерживает и воссоздает его. Оно может не осознавать своей полной зависимости от божественности, как в нашем нынешнем мире, который ощущает свое собственное существование как независимую реальность. Божественная жизненная сила, которая приводит к существованию все создания, должна постоянно присутствовать в них. Если бы эта жизненная сила покинула любое сотворенное существо, хотя бы на один краткий миг, оно вернулось бы в состояние полного небытия, как было до сотворения.